Добрый день. Сегодня такой вопрос разбираем. Я врач-стоматолог и очень люблю свою профессию. Учась в университете, работала ассистентом на вторых сменах и по выходным. Не сидела в декрете после рождения сына, а вышла на работу спустя 2 недели после родов. Я работаю всегда, заболеть нельзя, а отпуск планируется заранее и на неделю максимум. Летом я упала с мотоцикла и сильно повредила колено. После операции назначили постельный режим в стационаре на неделю, и только потом разрешили начать ходить на костылях. На 4-й день, как только сняли дренаж, я уже бежала на костылях на работу. Сегодня, кроме работы стоматолога, есть еще административная работа. У меня своя клиника, обширная база пациентов, запись на месяц-два вперед. Я устала. Выгораю не по дням, а по часам, а остановиться не могу. Сепарироваться от работы даже в голове не выходит. Времени и ресурсов на семью просто нет. У меня муж и сын-подросток. Мне стыдно перед моими мальчиками. Я так выкладываюсь на работе, что после возвращения домой иногда не хочется даже разговаривать, но при этом могу ночью лежать и думать про чей-то зуб. Изредка в семье бывают дни, когда все чудесным образом складывается, и мы проводим время вместе. Но в целом моя работа поглотила меня. Как совмещать это все, не знаю. Как научиться разделять работу и жизнь вне клиники. В общем-то, вы очень хорошо описываете свою ситуацию, ну, я имею в виду на уровне психологическом, да, вы пишете про то, что моя работа поглотила меня, я не могу от работы сепарироваться. Вашу внешнюю ситуацию посмотрим как ситуацию внутреннюю, да, потому что, понятно, внешнее всегда есть отображением внутреннего. Что происходит в вашем внутреннем мире? Есть вы, есть какая-то такая фигура, работа. И вот эту фигуру вы очень-очень любите. Она такая больше вас, да, если представить себе эту ситуацию, образное мышление, да, вы как будто бы такая маленькая, это такая большая-большая фигура. Это дает вам смысл, очевидно, да, это важная такая фигура, но при этом, опять же, в вашем представлении вот эта фигура, она требует такой стопроцентной от вас преданности. Вот чтобы вы так с потрохами были там, да, вот всю она вас хочет. И не дай бог о чем-то другом подумать, помыслить, захотеть и так далее. Есть такой миф. Вы знаете, что мифы — это описание, прежде всего, психических процессов. Мифы, сказки. Да? Так вот, есть миф об Атисе и Кибеле. Один из центральных мифов. Кибела — это была богиня, да? А Атис был ее молодой любовник. Когда Атис посмотрел в сторону нимфы, другой женщины, и там как-то изменил с этой нимфой, то Кибела, она наслала на него такое проклятие, он стал безумным, он настолько мучился чувством вины, что сам себя оскопил, сам себя кастрировал. Это хорошее описание такого процесса внутреннего, когда у нас внутри есть вот такая кибелла, ну, какая-то такая фигура, которой мы должны быть на 150% преданы. И если мы, не дай бог, где-то отвлеклись на что-то вправо-влево, да, на какую-то другую жизнь, другое удовольствие другого человека и так далее, мы так себя съедаем внутри, да, вот такое чувство вины, что сами себя, ну, психически кастрируем, то есть полностью лишаем сил. Вот. Это в реальной жизни может выглядеть так, что, например, вот ситуация, как у вас, и вот женщина там силой воли себе сказала: ладно, вот хочу с мужем провести выходные и даже про работу ни разу не думать. И она на эти выходные заболеет. И в итоге не сможет наслаждаться с мужем. Такая история психическая. То, что вы пишете, это ровно об этом. Но есть еще один интересный момент в этой истории, такой менее осознанный вами, наверное, что вот эту же проекцию такой большой фигуры, которая требует вас с потрохами себе, вы вешаете не только на работу, а вы этот же образ проецируете на свою семью, как вы пишете, на своих мальчиков. У вас тоже есть внутри фантазия, она может быть не так хорошо осознана, что как будто бы вы им нужны, они вас хотят всю. Вы вот в таком сценарии находитесь, да, что есть вы, и есть вот эта вот большая фигура. А эта фигура требует вас всю, безраздельно, стопроцентно. И если вы ей отдаетесь, вот как работе, то вы чувствуете выгорание. За выгоранием стоит гнев, да, вы злитесь на то, что вы не можете от нее отлепиться. И другой вариант сценария: вы
не поддаетесь на это требование, то, что у вас в семье происходит, да, у вас есть фантазия, что они тоже хотят вас 100%, всю вы должны отдаваться им, но здесь вы не отдаетесь и переживаете сильную вину и стыд, как вы пишете. Да? То есть вот такой вот безвыходный сценарий. Да? Если я поддаюсь требованиям этой фигуры, значит, я теряю себя, выгораю и так далее. Если не поддаюсь, я вынуждена мучиться виной и стыдом. И выход в том, чтобы выйти вообще за рамки этой игры. То есть снять эти маски, снять эти проекции. Глобально трансформация происходит, конечно, в терапевтическом процессе. Но дальше скажу, какие шаги вы можете делать, чтобы начинать этот процесс. Первый. Задайте себе вопрос, что было на месте работы до того, как вы начали профессионально развиваться. То есть до университета, до того, как вы пошли практиковать как врач-стоматолог, что занимало вот это центральное место в вашей жизни. Этот сценарий есть у вас внутри, и здесь просто меняются внешние декорации. Сейчас это работа, а что раньше было? Скорее всего, может быть, я фантазирую, может быть, например, у вас мог быть больной кто-то из родителей. Тут часто так бывает, и вот в семье, например, мама болеет очень сильно, и все внимание и детей, и мужа, и так далее сконцентрировано на ней. Может, это были какие-то, например, не знаю, вас готовили там стать супер химиком или кем-то, и вы ходили по всем олимпиадам, с утра до вечера учили эту химию и так далее. Да? То есть вот, пожалуйста, вот эта центральная фигура всегда есть. То есть не вы в центре. Да? Кто-то есть, кому вы приносите все свое время, все свои усилия, да, и все это на алтарь складываете. И когда вы увидите, что это было и до работы тоже, тогда легче психически осознать, что это внутри вас. Первый шаг работы психологической всегда осознание. Осознание внешнего конфликта внутреннего. То есть вы сейчас говорите, у меня внешний конфликт с моей работой, я ее люблю, но уже мне ее слишком много, да, отделиться не могу. И для этого вот хорошее упражнение, где, когда, с кем я переживала подобное. Или что было в моей жизни центральным до того, как появилась работа. То есть вам важно увидеть, что всегда это было. Внешне вы просто в разных декорациях это проживаете. Второй момент. Расставляйте границы. Какие? Вы начинаете свое письмо со слов «Я врач-стоматолог». И очевидно, то, с чего мы начинаем, это самое важное. Вот для вас важна вот эта ваша профессиональная идентичность. Вы врач-стоматолог. И это очень нормально, это показывает, что у вас здоровая психика. Есть такие исследования, когда психика человека разрушается, психически нездоровых людей, последнее, что они теряют, это знание о своей профессиональной идентичности. То есть человек может забыть свою семью, кто он, что он, чей он сын или кто его дети и так далее. Все эти вещи в голове разрушаются, но он помнит свою профессиональную идентичность. Я юрист, я врач, я военный, я психолог. То есть это самое крепкое, как ни странно, в психике. Поэтому это ваша основа, это ваша несущая стена, не нужно ее разрушать. Вы врач-стоматолог. И это какая-то одна из важных основ вашей личности. Но дальше вы пишете, что кроме стоматологической работы, буквально, да, вы делаете много административной работы. А вот это уже не есть несущей стеной вашей личности. И это нужно делегировать. Взять администратора, директора клиники, не знаю, там, в зависимости от объема работы, и все это отдать. И таким образом вы не будете придавать вот эту большую работу внутри, потому что вы остаетесь, вы развиваетесь, совершенствуетесь в своей профессии, служите ей. Все это остается внутри, то есть внутри не будет вот этого огромного чувства вины, которое вас может захватить. И вам станет посвободнее, и выгорать вы будете меньше. Третий очень важный момент. Представьте себе, вот прямо сейчас представьте в голове, что вашей семье, вашим мальчикам, как вы пишете, вы не нужны 100% тотально и с потрохами. Еще раз, вы, да, как умный человек, так не думаете, да, понятно, но я сейчас обращаюсь к такой вашей более бессознательной части.
Вот у нее есть эта фантазия, что они как работа хотят вас поглотить полностью. Многие психологи на моем месте, если бы разбирали ваш вопрос, они сказали бы, что у вас страх близости, и вы убегаете из семьи в работу. И в целом были бы правы, но просто это тупиковая интерпретация, и что дальше? Да? Поэтому здесь важно понимать, почему вы убегаете. А вы убегаете, потому что у вас есть вот этот страх поглощения. И если с работой как-то еще проще с этим поглощением быть, то если в семье поглощение, то это еще страшнее. И ваша психика из двух зол, да, как будто бы выбирает меньше. Так вот, подумайте о том, что да, вы им нужны, конечно, но в каких-то очень ограниченных пределах, да. Ваш сын, ему 13 лет, он подросток, у него есть свои уже друзья, какие-то девушки в голове появляются, а муж, наверное, тоже где-то в чем-то реализуется профессионально и так далее, да? То есть вы им нужны, но очень в ограниченном таком, ну, количестве, так сказать, да. Я по себе могу сказать свой личный опыт. Я с этой темой очень много работала и в личной терапии, и казалось бы, да, но не так давно я была на одном образовательном тренинге для психологов, ну, образовательный, всегда и терапевтический. У нас было такое упражнение, что нужно было в паре с другим участником представить, что этот участник — это ваш любимый близкий человек, и дать ему свободу в том, в чем вы не даете ему свободу. И когда вот девушка, с которой я в паре работала, она обращалась, ну, как будто бы к своему там, молодому человеку или мужу, ну, она это говорила мне, да, как будто бы, вот, и она проговорила следующие слова, что я даю тебе свободу не быть постоянно со мной, ты не вынужден быть постоянно эмоционально со мной, ты можешь отвлекаться, иметь какие-то свои интересы, я даю тебе эту свободу, да, быть только с собой или с чем ты хочешь, да, какое-то время. И вот в этот момент я почувствовала, что буквально по телу у меня идет такое облегчение. Фух, я не обязана быть постоянно эмоционально с кем-то. То есть я могу быть в отношениях, но при этом мне позволяют, ну, не быть в другом человеке, да, быть отдельно. И вот я прямо улыбнулась, потому что думаю, ну боже, сколько уже лет, сколько работы терапевтической и так далее, но внутри все равно вот это требование, оно на каком-то глубинном уровне присутствует, да, будь для меня 100%, будь только для меня, ты должна быть только для другого, ну, это требование в моей голове, не внешнее, естественно, да, вот. Но оно создает очень много напряжения в отношениях. И вот у вас оно тоже есть. Еще раз вы можете его ощущать, осознавать, не ощущать, но оно руководит вашими отношениями и создает вот то, что создает. И четвертый момент. Подумайте о том, что еще кроме работы и семьи, да, вот если, не знаю, вот и там вы уже всех удовлетворили, а что еще? И еще есть время и энергия. Куда вы хотите ее направить? Вот нарисуйте себе в голове еще вот этот третий сектор, да? Вот что там, и думайте о нем, вот как-то постепенно внутри наполняйте его.